Один-два раз. Еще раз о доверии к искусствоведам. Представьте, что вы никогда не видели игры в хоккей. Стали смотреть один из матчей, и даже не особо разбираясь в правилах, вам показалось, что страшный игрок Овечкин, предположим, портит всю картину. Вы не в курсе, как он провел предыдущие 10 матчей, что ему поручил тренер конкретно на эту игру, что такое показатель полезности или хэт-трик Горди Хоу. Вы считаете, что правда на вашей стороне, потому что вам не нравится. Но, видимо, не все так однозначно. Иногда нужно доверять профессионалам, аналитикам, тренерам. В случае с изобразительным искусством это искусствоведы, музейщики, художественные критики, арт-дилеры в конце концов. Не стоит кричать, что эту картину надо выбросить из музея, потому что она вам не нравится. Правда, иногда говорят более деликатно: «Я этого не понимаю», но сразу после этого «поэтому она мне не нравится». И, конечно, сакраментальная фраза: «Зачем эта картина висит в музее, если мой ребенок рисует так же?» Иногда это кажется убедительным доводом. Не так рисует ребенок, а вот так. Но если вынести за скобки умиление собственным чадом каждого родителя, да, дети вполне способны создать шедевр. Они действительно не обременены законами и догмами, интуитивно чувствуют прекрасное, рисуют с удовольствием и вдохновением. Им технически не под силу слишком аккуратные линии, одинаковые паузы, поэтому элемент красивой асимметрии, непредсказуемости, и, конечно, особенной выразительности в детском рисунке, безусловно, присутствует. Именно выразительность и такая честная энергия вдохновила целое направление послевоенной живописи, например, движение «Кобра», образованное в 1948 году художниками Копенгагена, Брюсселя и Амстердама. Участники этого движения отрицали безжизненное, безэмоциональное, пассивное абстрактное искусство. Однако, несмотря на то, что дети могут быть вдохновителями художественных направлений, самостоятельно, объективно оценить свое творчество они не могут. Поскольку не владеют материалом для сравнения, не могут проанализировать собственный успех и неудачу. Многие детские рисунки похожи друг на друга, из-за сходной моторики и потому, что дети познают мир по похожим схемам, которые предлагает общество. Они повторяют заезженные приемы, снова изобретают велосипед, а главное, не могут по заказу повторить успех, выдать стабильный результат. А профессионал, он определяется как раз этим самым стабильным результатом. И как на его основе, пиком формы, конечно. Именно попытка понять всеобъемлющую формулу красоты сподвигает профессионалов к изучению художественного наследия прошлого, перемалыванию практического опыта, чтобы, не разрушая, созидать и на этой основе устремиться к новым, интересным, оригинальным решениям. Профессиональный художник, владеющий ремеслом, он работает, пишет, основываясь на знаниях, на выведенных опытным путем схемах и формулах, выдает стабильный результат. Но в некоторых случаях, в порыве творческого вдохновения, что-то делает по наитию, бывает удачно и смело. Иногда оригинальные решения выглядят пугающе грубоватыми, но они ценны как раз своей новизной. Так Александр Дейнеко отмечал, что первые автомобили были сработаны хуже привычных карет. Как бы извиняясь за непричесанное искусство 20 века. Искусствовед – это как раз тот человек, который может проанализировать, сравнить, дать оценку, найти тот самый перл на основе своего профессионального представления о развитии мирового искусства. Он соотнесет это с модой, со сменой тенденций, с запросами художественного рынка. Бывают именно искусствоведы достают из небытия наследие какого-то неизвестного художника и провозглашают шедевром. Так случилось с Вермеером, например, о котором стали писать только с XIX века. Его оригинальность, особый подход к изображению стали заметны по прошествии времени. Поэтому, если картина висит в музее, тому есть причина. И на основании «мне не нравится» ее никто оттуда убирать не будет. Если все же
вы воспользуетесь сентенцией «я этого не понимаю», тогда доверьтесь профессионалу. С помощью искусствоведа вы сможете выяснить эту самую причину. И, возможно, вы оцените ту самую грань, пусть единственную, которая выделяет этого художника среди прочих. Но, собственно, именно для зрителя и подбираются эти самые диковинки из богатого мирового наследия. Это могут быть профессионалы с крепкой школой и стабильным результатом. Но могут быть и оригиналы, как дети, создавшие грубоватый, но оригинальный шедевр. Шедевр, который определил дальнейшее развитие вида, направления, школы и целой плеяды новых профессионалов со стабильным результатом. Конечно, есть ложка дегтя. Это проплаченный искусствовед и искусствовед-дурак. Один хвалит голого короля за мзду, участвует в финансовых пирамидах художественного рынка. Другой повторяет чужие мнения, хвалит не за то, за что надо, разливается литературой вокруг сюжета, зачастую вообще не представляет процесс создания картины. И это подрывает доверие. Но полностью отказаться от помощи искусствоведа для зрителя это непродуктивно. Это означает недополучить удовольствие. Это все равно, что прийти на 3D-фильм и отказаться от 3D-очков. Или вообще от очков.